Всем привет! Ранее я публиковал серию видео о любительской оснастке удочки с наличием вогрузки основного груза и подпаска. Также показал, как примерно формируются разные поклевки. Мне в сообщениях к ролику от подписчиков поступают вопросы, рекомендации, поэтому попытаюсь на них ответить. Вопросы были по поклевке «выложила» или «на подъем». Обычно эта поклевка бывает при поднятии всего груза, и смысл вопросов сводился к тому, что как сделать и возможно ли это, чтобы при подъеме рыбы только подпаска поплавок ложился. Да, конечно, это возможно. Вообще в среднестатистическом варианте поплавок обычно ложится при поднятии почти всего основного груза, и если этот основной груз сдвинуть сильно высоко, и рыба не может его поднять, то и поклевки «выложила» никогда не будет. И наоборот, приближение основного груза к насадке увеличивает шанс этой поклевки на подъем, но если рыба в данный момент осторожная, то в итоге можно остаться без улова при таком смещении груза, так что нужно думать, когда и что можно делать. Теперь ближе к вопросу. Сам тип поплавка может влиять на то, способен ли он ложиться при поднятии подпаска. Если взять тип, который чаще применяется рыбаками, это поплавок с длинным килем и каплеобразным телом, тут это сделать труднее. Такие поплавки чаще огружают с подпаском на уровне 1/3 антенны, без подпаска по низу антенны, а точка опрокидывания поплавка находится еще гораздо ниже, чему способствует длинный киль. А если взять поплавки с коротким килем или вообще без него, то они быстро при подъеме доходят до места опрокидывания. Вот, например, 1-граммовый поплавок. Я его обычно сейчас огружаю двумя дробинками 0,6 и 0,4 грамм. И при подъеме рыбы одной дробинки 0,4 грамм поплавок ложится. Вот поплавки примерно с этой же категории. В них также можно добиться комбинации двух дробинок, опрокидывание при поднятии одной из них, получается типа подпаска. А сейчас покажу, как я делал изменения в поплавках для этой цели. Вот два одинаковых трубчатых поплавка, один переделаю. Смысл заключается в том, чтобы сместить центр тяжести поплавка выше. Может, кто-то, конечно, и не будет согласен с моими действиями, но это не совет, я просто показываю, как я себе делал. Снимаю пластмассовые вставки с двух сторон. Закачиваю примерно на 3 см сверху внутрь трубки силиконовый герметик и вставляю вставки обратно на место. Нижнюю вставку вставляю на клей 96. Центр тяжести у обычного поплавка примерно посередине и весит он 1,32 грамма, а у переделанного центр тяжести сдвинут к вершинке и он из-за герметика тяжелее и весит 2,2 грамма. На эту разницу в весе, естественно, этот поплавок огрузится меньше. Если их огружать на один рабочий участок. Обычный поплавок под черную полоску я огружаю весом 2,18 грамма, а с утяжеленной вершинкой на этот же рабочий участок поплавок огружается весом 1,36 грамма. Вообще, для общего понимания, обычный этот поплавок весит 1,32 грамма и огружается на рабочий участок весом 2,18 грамма. Собственный вес поплавка тоже участвует в огрузке. Если предположить, что этот поплавок был бы невесомым, то с его объемом он на этот участок огружался бы весом. Его вес 1,32 плюс огрузка 2,18 и примерно равнялась бы 3,5 грамма. Теперь об этих двух поплавках. Если огрузка у них одинакова на одном участке, то они совершенно одинаково работают на поклевки, потопления и подобные, то есть опускаются совершенно с одинаковым усилием, но при поклевке, на подъем, они отличаются. Если обычный поплавок при подъеме ложится на воду при поднятии чуть больше середины трубки, то переделанный поплавок ложится примерно на 5 см раньше. На эту версию поплавка я ставил подпасок и при поднятии его, без поднятия основного груза, поплавок ложился. Но такой поплавок менее стабилен на волне, будет чуть пытаться наклоняться. В принципе, такого же эффекта на подъем можно добиться от обычного поплавка, если огружать его гораздо ниже, ближе к точке переворачивания, но тогда поплавок хуже будет работать на потопление. И вот еще двухсоставной поплавок, я получил посылкой поломанные поплавки и решил сделать двухсоставной. На киле сделал самодельный скользящий коннектор из проволоки и трубочки.
Две части соединил через пластиковые колечки для зимних поплавков. Этот поплавок при основном грузе огружаю по месту крепления двух частей. А подпаском загоняю поплавок на рабочий участок примерно на 1/3 антенны. И при подъеме рыбой только подпаска, верхняя часть поплавка ляжет на воду. Вот я опять убираю только подпасок и верхняя часть ложится. Верхнюю часть такого поплавка можно делать разные, по вашему желанию и огружая по указанному принципу. Вот можно сделать с трубочки от коктейлей, заткнуть концы материалом EVA, с клеем. Сразу же можно посмотреть в воде, как эта часть себя ведет, в каком месте ложится на воду, каким грузом огружается, то есть какого веса будет подпасок. Вот проба вершинки из кусочка трубочки поплавка. Также концы трубки забил материалом EVA. Эта трубочка тяжелее, чем трубочка от коктейлей, поэтому ложится сильно быстро, поэтому тут применю утолщение из пенопласта, с утолщением, вершинка работает хорошо, так меня устраивает. Вот такими перечисленными способами можно добиться, чтобы при поднятии рыбой только подпаска, поплавок или часть поплавка работали на подъем. И еще поступают мне советы от рыбаков, что в качестве основного груза вместо дробинок нужно использовать скользящий груз. У некоторых есть мнение, что рыба меньше чувствует такой груз при поклевке, но лично я в этом сомневаюсь, попробую объяснить почему. На самом деле я и на рыбалках часто встречаю, что рыбаки используют на поплавочной удочке скользящий груз, обычно со стороны насадки ставят либо один, либо два стопора, бывает ставят еще стопор с другой стороны, чтобы как бы фиксировать груз на леске. Я думаю, что если использовать такой вариант, то желательно не ставьте цветные стопора, так как бывает, что рыба атакует эти висячие гирлянды, а если они еще будут не черные, то тем более и при этом поплавок дергается, а подсечь ничего не получается. При фиксации скользящего груза на леске с двух сторон, снасть по работе особо не отличается от установки дробинок, единственное это наличие лишних стопоров. А чаще рыбаки ставят только нижний стопор, имея какое-то свое представление, как оно работает в воде. Вот такая снасть уже по работе будет в чем-то отличаться, сейчас я покажу в чем. Напомню, что основной груз в 99% случаев находится в толще воды над дном. Вот я поплавок огрузил скользящим грузом весом 2 грамма, ниже поставил красный стопор просто чтобы его было лучше сейчас видно. При поклевках повело, притопило, быстрый нырок. Рыба перемещает насадку в бок с разной интенсивностью и эта снасть работает как обычная. Основной скользящий груз лежит на нижнем стопоре и никуда не скользит. Единственное, если у него будет дырка большого диаметра, то он может при этом чуть болтаться. А вот при поклевке на подъем, когда рыба должна поднять или приподнять основной груз и поплавок ляжет, в этом варианте со скользящим грузом могут происходить другие события. Вот поплавок огружен грузом 2 грамма, груз внизу лежит на стопоре и тянет вниз поплавок с таким же усилием. Теперь я имитирую подъем рыбой насадки, с попыткой поднять основной груз. Груз чуть меняет свое положение, стопор отрывается от груза и груз начинает скользить рывками по леске. Поплавок чуть приподнялся, но в данный момент он так никогда не ляжет, так как груз будет перемещаться, и его вес, 2 грамма, будет пытаться рывками перераспределиться равномерно, по 1 грамму, между рыбой и поплавком. Можно, конечно, сделать, что и в таком варианте поплавок ляжет, если использовать огрузки и некоторые поплавки, которые я показал в начале этого видео, но чаще используются обычные поплавки с обычной огрузкой и поплавок не ложится. Этот вариант лично мне не очень нравится с перемещением груза, мне кажется, что это может отпугивать рыбу. Можно, по моему мнению, пользоваться, но зажимать груз стопорами с двух сторон, но я пользуюсь дробинками. Бывали, конечно, случаи, когда я убирал дробь и ставил вот такой скользящий монтаж, когда использовал поплавочную удочку как полудонку. Это бывало в сильный ветер, я не мог справиться с обычной снастью, тогда я поставил скользящий груз примерно подходящий по весу, поставил один нижний стопор, увеличил глубину на 50-70 см больше реальной глубины и мне удалось ловить и довольно удачно. Есть у меня в арсенале и удочки более увесистые с дальним забросом, тоже со скользящим грузом и кормушками, которые тоже лежат на дне. Но это другая история. Ну вот, это лично мое видение данных вопросов. Это рыбалка, как вижу ее я.
Всем здоровья, добра и мира, ни хвоста, ни чешуи. Пока.